Всем привет! Будем сегодня анализировать два индикатора MFI и RSI. Я накинул RSI на индикаторы MFI. Значит, стандартные уровни 40, 50 и 60. Толстая линия, красная толстая линия — это RSI, тонкая MFI. В предыдущем видео я делал анализ по MFI, какие у нас могут быть результаты. Сейчас мы проанализируем, как бы вела себя бы торговля, если бы мы бы использовали RSI. Если внимательно посмотреть, то по сути RSI похоже двигается, как и MFI. За исключением того, что оно доходит только лишь вот через какое-то время. Это 10:45, здесь ориентировочно 12:45. То есть через 2 часа сигнал показал бы на покупку. То есть по сути он здесь мог бы отфильтровать какие-то сигналы. Соответственно, две сделки мы могли бы пропустить. Было бы у нас бы не -5, а было бы условно -3. Вот. По вхождению в продажу здесь оно в принципе тоже не доходило до 50, уровня 50. И соответственно мы здесь тоже могли от максимума продавать. То есть сигнал одинаковый, что на MFI, что на RSI. Единственное, что мы бы принимали решение бы, первый вариант, на продолжение движения вверх, когда оно прошло через 50. Соответственно, оно в принципе вместе с MFI показало один и тот же сигнал. Соответственно, входя в сделку, можно было бы судить, что, используя MFI и RSI, одинаково бы мы бы получили бы приблизительно одинаковый результат. Что сегодня она показывает? То же самое. RSI не дошла до... А вот MFI, кстати... MFI... Нет, не дошла. Вот MFI может показать касание. С этого момента мы в принципе бы могли бы рассматривать на покупку вот от этого уровня, как я здесь и показывал. По продажам по RSI аналогичные, как и MFI были бы. За исключением того, что когда сильно пробивает цена уровни, здесь надо просто задуматься о том, что она может отскочить от этого уровня и продолжить его назад. Или на движении 50%, это 60 пунктов, вот где-то до сюда она может в принципе откорректировать. Для нас вот эта бы сделка могла бы принести 1 к 10. То есть это большая вероятность, что она может пойти на половину вот этого движения. Так, что-то мне не покажет. Вот сюда, приблизительно, вот в эту зону. К этому вот. Эту протестировать, от этого отскочить. Где-то так. Это мы продолжаем. Или отсюда, или отсюда. Вот она пока идет вниз.
показывает. Возможно, может быть, она опустится еще ниже и потом отскочит вверх. Все это, в принципе, мы можем наблюдать при, что будет показывать MFI. Вот. А так, в принципе, он показывает одинаково. Можем еще проверить стохастик. Стохастик проверить. Как бы он бы работал бы. Так, стохастик. Где же он, стохастик? Вот. Берем стандартное значение и проверяем, что бы оно бы показало. На вчерашний день. Так, давай мы это уменьшим. Значит, тоже было в зоне перекупленности. Она шла на продажу. Здесь единственное, видите, тоже как бы фильтровалось эти вот сделки, а показала вот на этом. То есть здесь бы меньше было бы минусов. Но с тестом на MFI иногда вот эти вот сделки стохастик и показывал гораздо хуже, чем MFI. Поэтому плюс-минус. Но MFI, он, по крайней мере, показывает, можно сказать, даже все движения, которые ты мог бы забрать.